Манчестер Юнайтед дает 100 миллионов евро за Жуау Невиша. Новый клуб для Виктора Осимхена. Лапорта пытается сохранить Хави. Интерес к Амариму. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень поможет в продвижении ролика. Также рекомендую тебе подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать наисвежайшие новости. Помимо этого, там тебя ждут футбольные приколы, трансляции топовых матчей и многое другое. Поэтому не стесняйся и переходи на канал по ссылке в описании. Президент Барселоны Жоан Лапорта хочет, чтобы главный тренер команды Хави остался в клубе, сообщает Mundo Deportivo. По информации источника, Лапорта намерен дождаться конца этого сезона, чтобы узнать окончательное решение специалиста. Руководство синегранатовых рассматривает вариант с долгосрочным сотрудничеством в случае, если Хави решит остаться в Барсе. Основными причинами желания оставить Хави в Барселоне Лапорта назвал качественную работу с молодежью, авторитет тренера среди ветеранов и хорошую адаптацию под финансовые проблемы клуба. Футбольный агент Дарио Канови поделился информацией о будущем нападающего Наполи Виктора Осимхена. На мой взгляд, весьма вероятно, что Осимхен будет играть в ПСЖ. Было бы умно таким образом заменить Кильяна Мбаппе, чей будущий переход в Реал был очевиден еще несколько месяцев назад. Приводит слова Канови Футбол Италия. Бавария думает над выбором игрока на позицию основного голкипера команды в случае, если нынешний первый номер Мануэль Нойер завершит карьеру по истечении срока своего контракта в 2025 году. Об этом сообщает Bayern Germany у себя в соцсетях. Руководство клуба по-прежнему считает, что голкипер мюнхенцев, выступающий в этом сезоне на правах аренды за Штутгарт Александр Нюбель, может стать преемником Мануэля Нойера. Бавария планирует предложить Нюбелю новый контракт на 4 или 5 лет и снова отдать его в аренду в Штутгарт как минимум на год, чтобы он мог играть в Лиге Чемпионов, если Штутгарт туда попадет, и продолжать развиваться. Также Бавария присматривается к иностранным вратарям. Диогу Кошта из Порту и Майк Миньян из Милана являются первыми кандидатами среди иностранных вратарей. Однако мюнхенский клуб опасается, что клубы запросят слишком большую сумму трансфера. Манчестер Юнайтед готов предложить Бенфике более 100 миллионов евро за Жуау Невиша. Как сообщает Sport Witness со ссылкой на Рекорд, МЮ считает трансфер полузащитника приоритетом на следующий сезон. Клуб неоднократно наблюдал за игрой Невиша и хочет видеть его в связке с Бруно Фернандешем в центре поля. Отмечается, что Бенфика заинтересована в том, чтобы сохранить Невиша. Манчестер Юнайтед может предложить за португальца более 105 миллионов евро. При этом отступные Невиша составляют 120 миллионов. В этом сезоне португальского чемпионата Жуау Невиш отметился 3 голами и ассистом в 27 матчах. Главный тренер лиссабонского Спортинга Рубен Амарим стал приоритетным кандидатом на замену Юргену Клоппу в Ливерпуле. Об этом сообщает португальский журналист Педру Сепулведа. По его информации, мерсисайдский клуб провел первые переговоры с португальским специалистом сразу после объявления Хаби Алонсо о решении остаться в Байере. Ранее в СМИ появлялась информация, что в услугах Амарима заинтересован ряд европейских грандов, среди которых назывались Ливерпуль, Челси и Барселона. Действующее трудовое соглашение специалиста со Спортингом рассчитано до лета 2026 года. Рубен возглавил лиссабонский клуб в марте 2020 года. ПСЖ проявляет интерес к двум защитникам Барселоны. По информации Каталония Радио, французский клуб хочет подписать Жюля Кунде и 17-летнего Эктора Форта. Утверждается, что несколько недель назад вопрос обсуждался на встрече представителей ПСЖ и Барселоны. Сообщается, что Барса исключила возможность продажи Эктора Форта, несмотря на то, что защитник нравится главному тренеру ПСЖ Луису Энрике, а переговоры по возможному трансферу Кунде продолжаются. Манчестер Юнайтед объявил, что центральные защитники Лиссандро Мартинес и Виктор Линделёв пропустят минимум месяц с травмами мышечного характера. Повредив заднюю поверхность бедра, Линделёв был заменен во втором тайме ничейного для Юнайтед матча Премьер-лиги против Брентфорда в минувшую субботу.
Вместо Виктора тогда как раз вышел Мартинес. Алессандро без проблем доиграл матч, но спустя несколько дней получил растяжение икроножной мышцы на тренировке. Среди прочих, Линделёв и Мартинес пропустят матчи Премьер-лиги против Челси и Ливерпуля, а также полуфинал Кубка Англии против Ковентри. Ньюкасл рассматривает кандидатуру Пауло Мальдини на должность спортивного директора. Ньюкасл находится в поисках нового спортивного директора с февраля, когда Дэн Эшворт попросился в Манчестер Юнайтед и был отправлен в оплачиваемый отпуск до урегулирования этой ситуации. Как сообщает Daily Mail, одной из рассматриваемых Ньюкаслом кандидатур является 55-летний Мальдини, легенда Милана и всего итальянского футбола. Мальдини находится без работы с прошлого лета, когда Милан уволил его с поста технического директора. С тех пор Пауло отклонил ряд заманчивых предложений из Саудовской Аравии, дав понять, что хочет возобновить карьеру в европейском клубе с амбициями. Помимо Мальдини на радаре у Ньюкасла также находится спортивный директор Спортинга Угу Виана, который в свое время играл за Ньюкасл. Кепа Арризабалага вернется в английский Челси после завершения срока аренды в мадридском Реале. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо у себя в Твиттере. Арендное соглашение голкипера завершится в конце июня 2024 года. Отмечается, что Кепа Арризабалага вернется в Челси и уже там будет принимать решения о своем будущем. По информации источника, мадридский Реал хочет продлить контракт с украинцем Андреем Луниным и продолжать ждать возвращения бельгийца Тибо Куртуа этим летом. Полузащитник Ювентуса и сборной Франции Поль Погба подал апелляцию в спортивный арбитражный суд на решение о дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, срок которой составляет 4 года. Поль Погба подал апелляцию на решение Национальной антидопинговой организации Италии. На данный момент другой информации нет. Приводит слова представителя пресс-службы «Спортивный арбитражный суд». Ювентус заинтересован в приглашении главного тренера Брайтона Роберто де Дзерби, сообщает журналист Грэм Бейли. По его информации, руководство туринцев рассматривает кандидатуру итальянца на случай уход нынешнего главного тренера команды Массимилиано Аллегри. Сумма выкупа, прописанная в контракте Роберто с английским клубом, составляет 15 миллионов евро. Филипп Костич может покинуть Юве этим летом. Контракт полузащитника с туринской командой действует до 2026 года. По данным Le Gazzetta dello Sport, Ювентус планирует продать Костича этим летом. В качестве возможной замены туринцы рассматривают 30-летнего хавбека Филиппа Андерсона из Лацио, который станет свободным агентом 30 июня.